Тамара была в отчаянии. Такая свадьба сорвалась. Ее дочь Аня перед самой подачей заявления отказалась выходить замуж за красавца-офицера Петю из приличной семьи военных. А ведь они уже и познакомиться успели, и обо всем договориться. Почти что породнились. Вроде как дочь еще и не рассталась с Петей, а взяла время для раздумья, но все равно они поссорились. А ведь все так хорошо складывалось. Тамара уже мечтала о внуках, как они будут гулять во дворе у родителей Петра. Там такой большой сад, тень деревьев хорошо укроет малыша от палящих лучей. Да и судьба у Анечки сложится не так, как у нее самой. Тамара растила дочь одна. Ее отец выдержал год и ушел. Как он сказал, дети и семья – это не для него. Тамара потом слышала, что он еще женился, но появление на свет сына выдержал тоже недолго, а потом вообще уехал из их города. Алименты то платил, то нет, но Тамара даже эти крохи старалась не трогать. Сначала копила их на учебу Анечке, но дочка смогла поступить на бюджетное отделение. Значит, будут на свадьбу. И вот, когда ей сказали, что эта самая свадьба близко, она была рада, что смогла скопить сумму. «Аня, ну в чем дело? Что не так?» «Да не вижу я с ним будущего. Он какой-то нарцисс, любит только сам себя. И родители у него какие-то высокомерные, тебя ни во что не ставят, а ты этого не замечаешь. Они считают нас вторым сортом, а ты перед ними расшаркиваешься». «Неправда. Они хорошие люди, приличные». «Ага, слышала бы ты, что они за твоей спиной говорят». Конечно, Тамара ничего этого не слышала, а вот Ане пришлось. И такое у нее было ощущение, что родители Петра видели ее и специально говорили громко, чтобы она услышала. Много она тогда узнала нового о своей семье, о том, что она с мамой хочет за их счет выбиться в люди, что та сумма, накопленная Тамарой, это вообще крохи, ведь женится их сын, и свадьба будет такая, чтобы весь город еще долго об этом говорил. Тамара была уверена, что дело совсем не в том, что говорит дочь. Явно у нее кто-то другой появился. Не обращая внимания на попытки помириться со стороны Пети, Аня бегала к кому-то на свидание. Но разве так можно? Тамара не находила себе места. Нет, она хорошая мама и примет любое решение дочери, но тут ей казалось, что это просто какой-то внутренний бунт Ани, и до нее надо достучаться. «Аня, немедленно помирись с Петей и бегом замуж. Или ты уже кого-то там себе присмотрела?» «Ничего и никого я не присмотрела. Просто с подружками по вечерам гуляю». Но однажды на телефон Тамары позвонила мать Пети. «Ну, знаете ли, Тамара, я думала, вы приличная семья, а ваша дочь не успела еще выяснить отношения с моим сыном, как уже с другим на улице целуется. Слава Богу, что наш Петя с вашей вертихвосткой не расписался. Она бы сразу ему рога наставила. Все, считайте, что мы с вами и не знакомились. Прощайте». Конечно, по телефону Тамара встала на сторону дочери. Во-первых, объяснила матери Пете, каким тоном с ней можно разговаривать. А во-вторых, напомнила, что прошло уже достаточно много времени, и раз они не помирились, значит, все давно и так кончено. Вечером у Тамары с дочерью состоялся серьезный разговор. Вообще-то, это был скорее скандал. Мать кричала, Аня сначала оправдывалась, а потом заперлась в своей комнате. Она все равно стояла на своем, нет у нее никого, и все. Петина мать все врет. Выяснить, так ли это, не представлялось возможным. Дочь все скрывает, рассказывает только подружкам, а те хоть убей ничего не скажут Тамаре. Одна надежда на сестру Зину. Аня часто бегает к ее дочери,
своей двоюродной сестре Кате. Стоило бы подслушать, о чем они секретничают. После того разговора с матерью Пети Тамара долго думала. Может, и права дочь о той семье. Вон какая деловая-то звонила, каким тоном разговаривала с Тамарой, как будто она вообще не человек, а так. Ну их эту семейку. Но узнать, есть ли кто-то у дочери, надо обязательно. И Тамара объяснила, как важно Зине все разузнать. «Ну вот, что удалось выяснить», — сказала Тамаре Зина. «Зовут его Саша Ветров, работает на местной мебельной фабрике, кем-то там, столяром или сборщиком, что-то в этом роде. Больше ничего не поняла». Зина сказала название фабрики, на которой он работает. Тамара сразу же отправилась по адресу. При этом производстве был еще и магазин готовой продукции. За кассой сидела девушка, к которой обратилась Тамара. «У вас есть такой Александр Ветров?» «Вам Александра Павловича?» Захлопала глазами девушка. Она не понимала, что надо этой странной женщине. «Не знаю, как его по отчеству, но мне нужен именно Александр Ветров». Девушка на секунду зашла в цех и вернулась с мужчиной, примерно 45 лет, в рабочей одежде, со стружками на робе, да и вид общий ничего хорошего не сулил. Тамару охватил ужас. «Неужели это вы, Александр?» «Ну да», — улыбнулся мужчина. «Чем могу быть полезен?» «Вам не стыдно?» — со злостью спросила Тамара. «Моей дочери 22 года. Вы ей свадьбу расстроили, старый ловелас. Молоденькую захотелось. Небось, еще и алиментщик. Немедленно порвите с ней отношения, иначе я на вас управу найду. Так и знайте». «Вы, женщина, наверное, ошиблись», — растерянно сказал Александр. «Ага, что, при коллегах стыдно?» — усмехнулась Тамара и обратилась к кассирше. «Девушка, имейте в виду, он молодухом вешает на уши лапшу и ломает судьбы. Остерегайтесь его». Тамара вышла из магазина с гордо поднятой головой. Нет, теперь этот ловелас не сунется. Может быть, еще будет шанс помирить Аню с Петей. Было бы неплохо. А потом она тут же отогнала эту мысль. Не надо Петю. Но и не этого старого неопрятного мужика. Костьми она ляжет, но не допустит этого. Это ж надо, чтобы жених дочери был старше ее матери. До самого вечера она была вся на нервах. Надо было еще с дочерью поговорить. Этот-то, наверное, ей все рассказал о приходе Тамары к нему на работу. Во взвинченном состоянии Тамара прибрала всю квартиру и даже испекла любимый пирог дочери. Все проще, когда что-то делаешь, чем просто сидеть в ожидании. Тогда и время летит быстрее, а не ползет предательски, не передвигая стрелку. Вечером Тамара через окно увидела, как к подъезду подкатила машина, и из салона вышла Аня, а потом со стороны водителя вышел молодой парень. Он поцеловал Аню, сел за руль и уехал. Анька прибежала домой счастливая и окрыленная. «Кто это?» — возмутилась Тамара. «Это мой Павлик», — радостно объявила Аня. Скрывать что-то от матери уже не было смысла, но и откровенничать она с ней не хотела, только намекнула на то, что с этим парнем все серьезно. Тамара позвонила сестре. «Зина, что-то здесь не так. Это не Александр Ветров, это вообще молодой парень, Павел. Я сходила на эту фабрику, устроила скандал незнакомому мужчине. Теперь так стыдно». «Ну, не знаю. Может быть, я что-то не так расслышала? Может, у Ани с Павлом все так серьезно, что они хотят вместе жить
и мебель у этого Александра заказать. Неловко получилось. Да, неловко. Тамара уже думала сходить на эту фабрику, извиниться перед Александром, но не решалась. Боялась, что ее, как только увидят, то полицию вызовут и даже слушать не будут. И в итоге решила не ходить. Тем более она ведь этого Александра больше и не увидит. А дочь в это время продолжала бегать на свидание к своему Павлу, но про него ничего не рассказывала, сразу переводила разговор на другую тему, мол, пока рано что-то подробное и так далее. И Тамара решила, что своих собственных расследований проводить больше не будет. Хватило ей прошлого раза. Когда захочет дочь, сама все расскажет. А ближе к Новому году Аня позвонила матери и сказала: «Мама, тебя сейчас приглашает семья Павлика. Мы так спонтанно собрались и решили тебя позвать, отрепетировать Новый год. Приедешь?» «Вот так прямо сейчас?» «Ну ладно, приеду». Ехать было неохота. Почему-то Тамаре представлялась эта семья с подозрительными личностями. Не зря Аня все про жениха и его семью так скрывала. Но она все же собралась и поехала. Каково же было ее удивление, когда дверь ей открыл Александр Ветров. Он посмотрел на нее с головы до ног, вздохнул и спросил: «Женщина, вы что, меня преследуете? Я не знаю вашу дочь». Тамара готова была провалиться сквозь землю. Мелькала мысль просто сбежать, но она взяла себя в руки. «Вы меня не так поняли», — сконфуженно и растерянно ответила Тамара. «Я мать Ани». За столом, вспоминая этот случай, все хохотали. Все — это Аня, Павел, Саша, Тамара и бабушка Зоя, мать Александра. Жены у него не было, Саша вдовец. «Мама, ну как так получилось, что ты пришла скандалить к Александру Павловичу?» «Ну, это Зина, моя сестра. Послушала то, о чем ты с Катей шепталась, и, видимо, напутала имена Саша и Паша. Вот так и получилось. А Паша что, тоже на этой фабрике работает?» «Да, это моя фабрика», — ответил Саша. «Она у меня молодая, еще не раскрученная, всего 2 года как открылись. Я сам хоть и директор, но вместе со всеми работаю в цеху. Вот и сын отучился, тоже работает, будет кому дело передать. Вы, Тамара, простите, но мы с кассиршей подумали, что вы сумасшедшая. Не обижайтесь, пожалуйста». «Да, я не обижаюсь», — со смехом ответила Тамара. Она сама бы о себе еще хуже подумала. Тамара чувствовала, как внимательно Александр на нее смотрит. Да и он начинал ей нравиться. Бабушка Зоя очень хорошая, приятная женщина. В этой семье было комфортно. Уже дома Тамара спросила у дочки: «Ты что же про Пашу все так скрывала? Такого бы не произошло, если бы ты что-то рассказывала». «Я не хотела, чтобы было все как с Петей. Я еще сомневалась, а вы уже чуть не породнились. Сглазить боялась». «Мам, а ты заметила, как на тебя смотрел отец Паши? Кажется, ты ему понравилась». «Не говори глупости. Главное, что меня уже не считают сумасшедшей». И рассмеялась. Но с этих пор Александр стал ухаживать за Тамарой. Часто заходил в гости, сначала под предлогом обсудить детали свадьбы молодых, а потом уже и честно признался, что нравится ему Тамара, и пригласил на свидание. Аня, узнав это, обняла маму и повела по магазинам. Пора было обновить гардероб, да тем более такой повод был. Свадьбу Ани и Паши сыграли через полгода. Не очень пышная свадьба была, но сделали так, как хотели молодые. А ведь главное, чтобы им все понравилось и были счастливы.
На свадьбе у детей Тамара и Александр тоже уже были женихом и невестой, а через месяц, когда молодые приехали из свадебного путешествия, расписались. Тамара до сих пор смеется, рассказывая Зине и своим подругам. Странная у нас семейка получилась. Я зятю не то теща, не то мама. Саша для Ани не то отец, не то свекор. В общем, все перемешалось. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.